Вы усердно трудились, накопили значительное состояние и теперь мечтаете приобрести настоящий роскошный автомобиль, возможно, самый роскошный из всех, что существует на рынке. Серьезно? Перед вами совершенно новый Lexus LM, представитель семейства Toyota Alphard. Но Lexus утверждает, что он представляет собой вершину роскоши, превосходя даже такие роскошные седаны, как Mercedes S-класса, BMW 7 серии или Audi A8. Но насколько это верно? Давайте вместе с Томасом в формате 4К, на весь экран, во всех деталях разберемся. Давайте начнем с этой передней части, которая, конечно, не могу сказать, что она кричащая, потому что она более чем кричащая. И не то, чтобы здесь требовалось настолько интенсивное охлаждение. Ее просто специально сделали такой. Обычно я никогда не говорю, что автомобиль уродливый, потому что это всегда вопрос вкуса или предпочтений. Но в данном случае я действительно должен сказать, что это уродство за гранью. Я просто должен так сказать. Извини, Lexus, но это просто факт, не так ли? Или есть кто-то, кому нравится этот автомобиль с точки зрения дизайна? Было бы очень любопытно. Однако не стоит сразу прекращать обзор, потому что этот автомобиль действительно чрезвычайно уникален и интересен. В его салоне есть вещи, которых я никогда раньше не видел, и я расскажу вам о них во всех подробностях. Прежде всего о внешности. 17-дюймовые колеса, или вот такие 19-дюймовые кованые диски. Длина 5 метров, 13 сантиметров, а колесная база 3 метра, типичный стиль минивэна. Колесная база действительно длинная. И вы можете видеть, кроме того, высота и прямые линии. В этом автомобиле форма следует за функцией, что позволяет увеличить пространство внутри. С точки зрения технологий, вы также получите в стандартной комплектации адаптивную подвеску AVS от Lexus, так что я с нетерпением жду, как она поведет себя, когда я буду за рулем, а также, когда буду пассажиром. В задней части светодиодная полоса проходит через всю заднюю часть, и это также версия с полным приводом. А как он работает? На задней оси установлен электромотор, но он включается только при потере тяги. Таким образом, показатель разгона составляет 9,1 секунды против 8,7 секунды, если сравнивать переднеприводную и полноприводную версии. Полный привод является стандартом для рынка ЕС. Поэтому, когда вы выжимаете газ в пол на обледенелой дороге или в других местах, передняя ось теряет сцепление с дорогой, тогда в большей степени задействуется задняя ось. Кто-то тоже это видит? Поворотники спереди, ну что ж, они выглядят весьма необычно. Сзади имеется это разделение. Интересно, фонарь остается снаружи даже при открытой крышке багажника. И вот вам для контраста. Более темный цвет. Этот сверхтемный серый, почти черный. В данном случае, конечно, здесь хромированные акценты еще больше выделяются, когда цвет автомобиля черный. Скажите, какой вариант вам кажется более красивым? Что касается салона, то сегодня мы начнем с задней части, потому что это нечто особенное, чего вы никогда не видели. О, держатели для зонтов. Я хочу сказать, что вы никогда не видели такого салона. Во-первых, это огромная ручка, чтобы попасть внутрь. А здесь все как в салоне самолета, в первом классе. Посмотрите на это. Я вряд ли когда-нибудь видел что-то такое в машине, и это выглядит странно. Посмотрите на другую сторону. Похоже на просто черное полотно. Это экран на 48 дюймов. Мы взглянем на него очень скоро. А в нижней части. Зайдем внутрь, упс. Посмотрите на это. Это настоящий холодильник. Тоже забавно, правда? И у вас есть управление сиденьями. Прямо здесь, в механическом исполнении. Но вы также можете использовать смартфоны здесь для управления сиденьем. И, конечно, самое интересное, я регулирую сиденье вручную сейчас. Это функция плоского складывания сиденья. Я делаю это параллельно и справа, и слева. Посмотрите на это. И сиденье все еще раскладывается. И тут вы можете использовать весь потенциал этого автомобиля. Посмотрите на это в 4-местной версии. Сиденье полностью складывается. И теперь мы, конечно, можем также поднять переднюю часть. Альтернативой может быть 6- или 7-местная версия. Мы скоро сравним их между собой. И вот здесь передняя часть поднимается вверх, что выглядит эффектно, да? А здесь, в этой 4-местной версии с ростом 1,89 сантиметров, у меня еще и достаточно места, чтобы вытянуть ноги и начать дремать.
Ух ты, это действительно очень круто, и недавно мы снимали обзор Mercedes V-класса в версии фургона S-класса, и там было видно, что сиденье складывалось не так ровно, и вы как бы сдвигаетесь вперед даже в этом положении для сна. Здесь же вы явно не сдвигаетесь вперед. Смогу ли я при движении автомобиля находиться в таком положении? Я должен посмотреть на это позже, во время тест-драйва. Но сомневаюсь, очень. И с точки зрения безопасности при столкновении, вероятно, было бы лучше быть в немного более вертикальном положении. Здесь нет ни одной горячей клавиши, с помощью которой можно было бы непосредственно сложить сиденье в плоское положение. Вы можете, например, сохранить их положение в память смартфона, но здесь доступна одна клавиша или одна кнопка, которая возвращает положение сиденья в нормальное. Обычно в седане премиум-класса есть одна кнопка, одна горячая кнопка или пункт в меню, где я могу разложить сиденье, а потом еще одна, или нажать ту же самую кнопку, чтобы вернуть все обратно. Да, я думаю, что кнопки, которая раскладывает сиденье, здесь не хватает. Но все очень интересно. Когда вы сидите здесь, вы не верите, что вы находитесь в машине на самом деле. И здесь имеется перегородка в данный момент, она открыта. Отсюда я могу дать пощечину водителю, но на самом деле мы можем также управлять перегородкой отсюда. Во-первых, я могу поднять и опустить ее вот так. А потом, возможно, мы можем применить вот такой затеняющий электрохромный эффект. Вот так. Это очень эффектно и работает мгновенно. Это можно сделать с двух сторон. Отсюда, но на самом деле это может сделать и водитель. И затем еще больше элементов управления мы можем с помощью электропривода опустить стекло здесь. И вы видите, что оно также имеет эту тонировку, так что не так много солнечных лучей попадает в салон. А затем это огромное пространство для хранения здесь, и здесь вы можете также подключить устройство HDMI к этому большому экрану. Кроме того, здесь можно достать смартфон и использовать его для параллельного управления сиденьем. А еще я могу опустить эти боковые шторки, чтобы сделать салон еще темнее здесь и здесь. И это тоже выглядит весьма необычно. Кстати, здесь же сбоку есть еще один отсек. Сюда можно положить смартфон, зарядка через USB-C. Да, и давайте снова поднимем эту шторку. Выглядит очень эффектно. Снова огромная ручка. А здесь, на крыше, еще и управление шторкой. Это тоже выглядит очень эффектно, правда? Лия обнаружила для нас еще одну деталь. Здесь есть верхнее зеркало, причем с обеих сторон. Выглядит очень элегантно. Я подразумеваю Лию и машину, и здесь еще несколько раскладных столиков с каждой стороны. А спереди каждый получает небольшой бардачок. Ну а здесь мы можем потом посмотреть этот кинематографический экран с конкурентом. Позвольте мне немного уменьшить громкость. Итак, в данный момент вы видите, что я не могу использовать полностью весь экран, потому что для этого нужен подходящий формат. Но это выглядит довольно круто. Да, уменьшение громкости здесь, надо сказать, несколько затруднительно. Вы также можете настроить соотношение сторон. Здесь будет кнопка «Полный экран». Соотношение сторон на самом деле вот так выглядит гораздо лучше. Режим Twin на самом деле заключается в том, что вы можете иметь разное содержимое слева и справа. Да, или в данном случае изображения одинаковые. Определенно впечатляет наличие такого экрана, и качество изображения действительно четкое. В данный момент я подключил свой ноутбук через HDMI, а вот что еще возможно. Адаптер с HDMI на Lightning, или USB-C для новых iPhone или телефонов на базе Android. Вы также можете воспроизводить контент с телефона. Конечно, это работает и с потоковым воспроизведением. Если у меня на телефоне есть потоковая служба Netflix, то, подключив адаптер, я могу транслировать контент на экран, поскольку вертикальный формат здесь не имеет особого смысла. Бывало ли у вас такое, что вы ударялись лицом о крышку багажника, потому что стояли позади автомобиля, а потом открывали эту огромную крышку? Такое случается, особенно с микроавтобусами. Здесь такого нет, потому что механизм открывания находится с каждой стороны автомобиля, и я могу нажать на эту кнопку, и вот крышка уже открывается. Это занимает некоторое время. Но затем, смогу ли я стоять под крышкой с моим ростом? Здесь — да. Здесь — нет. А затем давайте посмотрим на пространство для погрузки четырехместного варианта, а вскоре сравним его с 6- или 7-местным вариантом. Ширина здесь составляет более метра.
И вы можете увидеть здесь комплект багажа, нет проблем с его размещением, и самое замечательное, что погрузочная зона здесь довольно ровная и очень низкая. Это делает погрузку и выгрузку довольно простой, а длина составляет около 70 сантиметров. А этот отсек показался мне интересным. Он предназначен для декоративных номерных знаков. Здесь вы прячете номерные знаки. Фальшивые номерные знаки. Ну, знаете, когда оправдываетесь перед полицией, а сами просто выбираете другой номер. Это также очень хорошая идея для пикника. Когда вы открываете крышку багажника и используете вот это вот место как площадку для наблюдения за солнцем, однако есть большая проблема с этими опускающимися электрическими сиденьями. Вы видите, что здесь остается мало места, и вам действительно нужно быть внимательным. Вот так они опускаются, и рюкзаки между ними помещаются. Но эти сиденья, когда вы их опускаете, они не останавливаются. Нет никакого датчика, нет ничего, что ограничивает их от опускания, и я уже сломал половину своего чемодана, потому что он стоял немного более вертикально, и сиденье просто раздавило чемодан. Теперь рассмотрим 6- или 7-местную версию, которая будет стоить примерно на 25 тысяч евро или долларов дешевле. Что же отличается? Прежде всего, здесь нет разделения на передний салон, а для развлечений на заднем сиденье установлен 14-дюймовый экран меньшего размера. Затем сами сиденья во втором ряду более или менее похожие. Так, на боковых подлокотниках меньше декоративных элементов, но внутренняя поверхность сидений и комфорт, безусловно, сопоставимы. Конечно, для разных моделей не делают два разных варианта сидений, поэтому, когда я просто сижу здесь, ощущается одинаковый базовый комфорт. Правда, есть одно ограничение. Я не могу полностью сложить заднюю часть спинки сиденья. И вы также можете поднять подставку для ног вверх. Разве здесь это не работает одновременно? Нет, очевидно, что нет. Итак, во-первых, это максимальный наклон спинки. Затем поднимаем подставку для ног. И теперь, конечно, возникает проблема. У меня это сиденье уже полностью откинуто назад, и когда я поднимаю подножку до упора, у меня не получается вытянуть ноги. То есть, я не могу. Вы видите здесь. Не получается здесь это в продольном направлении с моими ногами. Это главное ограничение. Если бы вы были намного меньше меня, тогда бы у вас все получилось. Кроме того, вы можете видеть, что вся эта конструкция не совсем плоская. А теперь давайте посмотрим на третий ряд сидений в 6- или 7-местном варианте. Сдвигаем сиденье вперед с помощью электроники, а затем вот этот механический складной механизм для верхней части, и вы уже можете взглянуть на третий ряд. И теперь вы видите, почему люди всегда говорят 6- или 7-местный. Потому что внешние сиденья полноценные, так что вы скорее скажете 6+1. Потому что в средней части вы видите только подголовник, но теоретически сидеть здесь можно, но на самом деле это не предназначено для дальних расстояний. Позвольте мне забраться внутрь. Заднее сиденье тоже очень мягкое, плюшевое и все такое. Наружные сиденья тоже очень удобные, и с пространством для головы проблем нет. И ремни безопасности на внешней стороне каждого. А вот средняя часть немного жестче. Сидеть здесь тоже возможно. И ремень безопасности для этого сиденья скрыт здесь в потолке. Да. И потом вы должны представить, когда здесь будут сидеть 3 Томаса рядом друг с другом. Тогда это может быть слишком широко, поэтому 6+1 — аварийное сиденье с очень интересным подголовником. Вот здесь. Теперь, конечно, еще одно отличие. Багажник. Давайте теперь посмотрим на багажник или багажное отделение этого 6- или 7-местного варианта, и теперь все становится еще более забавным. Итак, вот здесь, вот так, третий ряд сидений. За сиденьями места вообще нет. Совсем чуть-чуть. Но я могу поднять их или опустить. То есть, во-первых, вот так вот складывается... И вот такого я никогда не видел. Вы только взгляните. Итак, я складываю их вот так. А затем мне немного помогает автомобиль. И вот так мы закрепляем сиденье. Здесь с левой стороны. И я делаю то же самое с правой стороны. А затем открывается вот такой объем. 1190 литров. То есть самое большое пространство, которое только может быть доступно. Да, я никогда не видел такой странной компоновки, но она определенно функционирует. И тогда у вас будет такой же ровный пол, в принципе. Здесь, кстати, можно закрепить несколько зонтиков. Это еще одна, скажем так, сторонняя идея. Что ж, практичная вещь здесь, с задним отсеком и этой стеклянной перегородкой. Лия может снимать меня очень хорошо. Теперь мы можем видеть место водителя оттуда. И вот, пожалуйста, типичная компоновка кокпита Lexus. 14-дюймовый экран,
Вы можете видеть интеграцию CarPlay. Здесь же можно перейти к меню Lexus или к режимам вождения и так далее. И все еще несколько физических кнопок на экране, так что они как бы прикреплены к экрану. Это как очень приятное сочетание между тактильной обратной связью или тактильными ощущениями здесь и на экране, также здесь для регулятора громкости. Типичное рулевое колесо с электроприводом регулируется по высоте и вылету. А в нижней части, например, у нас есть матовая деревянная атмосфера. А это элементы управления для перегородки. И я также могу открыть здесь эту шторку. Цифровая приборная панель также имеет некоторые возможности настройки, поэтому ее можно немного изменить по своему вкусу. Водитель может открывать и закрывать двери отсюда, слева от рулевого колеса. Очень полезное зеркало с цифровой камерой. Так что, когда все закрыто, например, стеклянная перегородка между ними, вы все равно можете видеть заднюю часть салона. Система мультимедиа, возможно, беспроводное подключение Apple CarPlay, либо проводное, а Android Auto только проводное. Это сама система Lexus, в ней также есть встроенный GPS, но, конечно, Google Maps и Apple Maps в целом были бы лучше. А вот, например, горячие клавиши для переключения режимов движения, мы тоже протестируем их позже. Подогрев сидений, охлаждение сидений нужно активировать здесь же. Рычаг переключения передач имеет довольно старомодную ступенчатую систему. Затем подстаканники, адаптивные. Подлокотник, открывающийся с двух сторон, большой ящик для всякого хлама. Очень удобное переднее сиденье, а при моем росте остается много места для головы. Только натуральная кожа для современного автомобиля. Также должны предлагаться альтернативы без животных материалов. Вот брелок, а затем звук закрытия двери. О, на самом деле довольно интересно. Но вот эта дверь спереди имеет доводчик. Волшебство. А сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потому что у нас только что сел аккумулятор. Вы должны признать, что то, что мы здесь делаем, особый случай использования. Мы показываем все возможности, и все они относятся к электрическим потребителям. Однако, со мной такое случалось уже, кажется, 3 или 4 раза, и только на автомобилях Toyota и Lexus последнего поколения. Итак, наиболее очевидно, что для электрических потребителей аккумулятора на 12 вольт недостаточно. Очевидно. Поэтому даже если мы сейчас проводим тестирование, вы должны подумать о том, что есть и обычные клиенты, которые, возможно, оставляют свет включенным на некоторое время или, находясь в заглушенном автомобиле, используют электроприборы, особенно на этом автомобиле. Или, возможно, вы отправляетесь в поход и используете электроприборы без работающего двигателя. А это, очевидно, в данный момент невозможно на автомобилях Toyota и Lexus последнего поколения. Таким образом, это предупреждение для вас, если вы используете некоторые электрические потребители в течение некоторого времени. Вы должны оставить двигатель заведенным, иначе аккумулятор сядет. И еще надо различать, что это не связано с какой-то плохой надежностью или чем-то еще. Тем не менее, Toyota и Lexus все еще получают лучшие рейтинги или показатели надежности. Как правило, в большинстве тестов, и за это их можно похвалить. Но, очевидно, есть проблема в том, что, возможно, аккумулятор не соответствует автомобилю, или в том, что нынешние новые потребители электроэнергии просто потребляют слишком много энергии для такой емкости аккумулятора. Сейчас нам приходится ждать, пока кто-нибудь с помощью бустера снова приведет батарею в чувство. Что делать с этим огромным салоном микроавтобуса сейчас, когда до приезда ребят остается еще полчаса? Даже не знаю. Двигатели. 2,5-литровый атмосферный двигатель, встроенная гибридная система, типичная для Toyota, 4-цилиндровый рядный двигатель, а для Европы также стандартный электромотор на задней оси, для полного привода. На некоторых других рынках, например, в Китае и Японии, вы также можете получить гибридный двигатель объемом 2,4 литра, с турбонаддувом, который в этом случае немного мощнее. Этот вариант на 250 лошадиных сил, более мощный на 350. Добро пожаловать в водительскую комнату Томаса с Lexus LM. Сегодня здесь совершенно другая комната вождения в этом микроавтобусе. И первое, что приходит в голову, когда только заводишь этот автомобиль, он кажется удивительно обычным легковым автомобилем, и здесь вы чувствуете эту платформу легкового автомобиля, также с той же гибридной системой. Я убираю ногу с педали газа, режим электротяги, этот маленький зеленый символ загорается. Тогда я просто еду полностью на электричестве. А когда я немного прибавляю обороты, тогда снова включается двигатель. Типичная гибридная система Toyota. Кроме того, в данный момент у вас есть различные режимы движения. На данный момент обычный режим.
или режим заднего комфортного привода. Это мы проверим позже, когда меня будет возить Лия, она будет очень любезна. Потом, собственно, задние вибрации и так далее, все отрегулировано, и сзади у них наибольший комфорт. А здесь, в спортивном режиме, все более настроено на агрессию. Меняется отклик педали газа и так далее. И когда мы здесь сейчас на скорости 60 км в час, поехали. 80. 100. То есть как бы разгон с 60 до 100. Конечно, вы слышите шум двигателя преимущественно, да, это типичный эффект ECVT. Он не такой громкий, как был в ранних моделях, но все равно ощущения не очень спортивные. Итак, в спортивном режиме изменяется множество различных параметров. Но давайте посмотрим, действительно ли мы можем это почувствовать. Меняется отклик педали газа и так далее. Давайте посмотрим, как отличается рулевое управление в спортивном режиме от обычного. Да, в спортивном режиме оно немного легче, чем в обычном, но с большей обратной связью. Также говорится, что в спортивном режиме здесь должна измениться подвеска. Здесь на данный момент все довольно ровно в отношении дороги. Чувствуем ли мы что-нибудь из этого? Конечно, в данном случае речь идет все же не о спортивной подвеске. Едем в нормальном режиме. Да, видите ли, просто скользит по этим сиденьям из натуральной кожи, поэтому они не так сильно поддерживают вас. Ты почувствовала разницу с обычным режимом? Сильно трясет? Немного, да. Так что, я думаю, в спортивном режиме, да, может быть, немного. Но это не то, чтобы вы почувствовали, что это совершенно другой автомобиль или что-то в этом роде. Поэтому в большинстве случаев, наверное, всегда оставляйте автомобиль в обычном режиме. И тогда просто расслабляешься в этой тишине. На скорости 100 км в час примерно. И чувствуешь себя очень легко. А обычно, когда едешь на этих минивэнах, в салоне всегда очень шумно. И ты чувствуешь себя, ну, как будто, знаете, как бы шумно. Да, в них классная вертикальная посадка водителя, они очень прикольные и с характером. Но они вряд ли передают истинно премиальные ощущения. А здесь многое продумано с пассивным шумоподавлением и активным шумоподавлением. И вы действительно это чувствуете. Сейчас скорость 120 км в час, и все очень-очень тихо. Что касается активного шумоподавления, то я не всегда являюсь его большим поклонником. Здесь пытаются использовать более деликатный способ, потому что когда активное шумоподавление слишком интенсивное, когда активного шумоподавления слишком много, может возникнуть ощущение, что рядом с ухом вакуум. Здесь, я думаю, нашли баланс. Лично я к этой теме отношусь довольно чувствительно. Я часто это слышу. Поэтому мне кажется, что это просто легкий вакуум. Но мы говорили об этом с Лией, и она сказала, «Ты этого не чувствуешь?» Нет. Так что ее все устраивает, а слышит и видит она определенно лучше меня, и обоняние тоже лучше, чем у меня. Так что на самом деле ее чувства более современные, чем мои. Да, наверное, я уже слишком много пережил в своей жизни. Так что да, в какой-то момент органы чувств ослабевают. Да, но все же я чувствую небольшой эффект от этого активного шумоподавления, но не слишком сильный. Это было бы очень неприятно. Ее все устраивает. И в результате вы получаете ощущение легкового автомобиля. Это точно так же, как если бы вы ехали на премиальном кроссовере Lexus. С той разницей, что у вас есть, это, знаете ли, огромное пространство спереди. И это, конечно, дает вам ощущение минивэна, но единственное ощущение минивэна, которое вы действительно получаете, это скорее от компоновки автомобиля, знаете ли, от того, что вы очевидно видите. Что касается других вещей, которые вы чувствуете, слышите и ощущаете в этом премиальном смысле, то это действительно почти, я бы сказал, наименьшее ощущение минивэна, которое я испытывал до сих пор. Это очень удивительно. Теперь на трассе восстановили при помощи рекуперации еще немного энергии, и теперь я снова могу ездить полностью в режиме электротяги. Турбогибрид на 2,4 литра, кстати, более мощный. Доступен, как я уже сказал, на разных рынках, например, в Японии и Китае. У нас 2,5 литра, который звучит мощнее, но он менее мощный. Он на 250 лошадиных сил. Более мощный — 350.
Но и этого, я думаю, достаточно для этого автомобиля. Другой двигатель может быть, когда у вас семиместный вариант, и вы действительно ездите с 7 людьми. Может быть и такое, но обычно этого двигателя действительно будет достаточно. Он также используется в других автомобилях Lexus. И в конце нашего тест-драйва мы можем рассказать вам о расходе топлива, который, как мы знаем, по Toyota и Lexus обычно довольно хорош. Рулевое управление в целом довольно легкое. Как я уже сказал, в режиме спорт немного больше сопротивления, но нет мертвых зон. Он предназначен скорее для движения по прямой. Но в целом вы хорошо чувствуете автомобиль. Единственное, к чему, может быть, придется привыкнуть, это невозможность хорошего обзора через плечо. Особенно в этом... Интересно, я не знаю. Может быть, это обычно? Может быть, наши польские зрители нам помогут? Да, конечно. Это также страна происхождения моей фамилии. Но это было несколько поколений назад. Но, может быть, наши польские друзья смогут нам помочь. В порядке ли вещей превышение скорости в Польше? Или здесь вы знаете, как, например, строгие правила дорожного движения? Должен ли я подчиняться ПДД, как в Швеции, где они очень-очень строгие, даже превышение на 1 км в час? Или это больше похоже на то, ездите как хотите? С нетерпением жду этих комментариев, определенно. И вот я убираю ногу с педали газа. Рекуперация, режим электротяги, и этот электрический момент всегда также вписывается в общую плавность хода автомобиля, что, безусловно, очень здорово. Так что да, я все еще поражен тем, как мало он похож на минивэн. Как я уже говорил, в зоне обзора через плечо я ничего не вижу, поэтому приходится полагаться на большое боковое зеркало. Кроме того, здесь есть функция контроля слепых зон, которая также очень необходима, потому что она защищает вас от всего, что вы не можете увидеть при повороте налево или направо. И еще очень важно верхнее зеркало. В него можно смотреть с помощью цифровой камеры, и это очень полезно, потому что когда я использую его обычным способом, тогда приходится смотреть сквозь перегородку, а затем появляются отражения. То есть, если бы перегородка была опущена, то я мог бы увидеть что-то сзади, но там, например, огромные сиденья второго ряда. Безусловно, в этом случае лучше иметь цифровое зеркало и действительно видеть изображение с камеры. Теперь переведем машину в спортивный режим и войдем в этот поворот. Небольшой крен, но не слишком сильный. Ускорение. Ух ты! Он действительно ощущается удивительно спортивным, учитывая, что вы не чувствуете, что управляете тяжелым автомобилем. И помните, что этот автомобиль весит почти 3 тонны. И вы действительно этого не чувствуете. Здесь немного больше неровностей на дороге. Несмотря на то, что здесь установлены более крупные 19-дюймовые колеса, подвеска очень хорошо справляется со своей задачей, даже в спортивном режиме. В целом, я действительно впечатлен всеми ощущениями от вождения, такими расслабленными и тихими одновременно. Он не кажется громоздким или тяжелым, так что это действительно удивительно, что им это удалось. Всегда, когда видишь подобные признаки, это всегда здорово для автомобиля. И, конечно, чувствуешь это. Итак, все еще в спортивном режиме. 60 километров, 70 километров в час. На самом деле очень интересно ездить. Подвеска, даже в спортивном режиме, очень хорошо выравнивает дорогу, и я не чувствую, что мне нужно так сильно замедляться. Или так, знаете, на всякий случай. Конечно, теперь вес немного выталкивает нас. Но это приятно. Вы слышите этот звук от ECVT? Конечно, он не очень приятный. Но в целом, знаете, ощущения от шасси и крен кузова не такие уж экстремальные. Какая красивая дорога! Так что не ожидал? Интересно. Здесь нет покрытия. Интересно, что на ней можно действительно получить удовольствие от вождения. Ну, а как пассажиру? Когда теперь я еду немного быстрее? Нормально? Да? Да. Да, потому что это всегда хорошая мера, знаете, когда вас укачивает в качестве пассажира или что-то в этом роде. Значит, что-то не так в отношении перегрузки и так далее. И тогда, конечно, стараются хотя бы уменьшить перегрузку и вибрацию, особенно для задних пассажиров. Но получается ли это? Может быть, поменяемся? Да. И вот мы уже поменялись. Теперь за рулем Лия. Спасибо большое уже. Во-первых, что касается расхода топлива, что тоже было упущено нами.
мы можем набрать примерно 6 литров на 100 километров. И когда вы сидите здесь сзади, это действительно совершенно другое ощущение. По сравнению с премиум-седаном, вы сидите так прямо, что у вас скорее возникает ощущение, что вы сидите на стуле у себя дома. Конечно, вы чувствуете, что двигаетесь, да? Или, может быть, как на этом простом сиденье. Но определенно, это не похоже на автомобиль сзади, когда вы здесь едете. И я сначала боялся, что перегрузки могут быть немного слишком большими, потому что вы сидите выше, чем в седане с низкой посадкой. Но все определенно не так плохо. Кстати, вот эта перегородка, если она поднята или опущена, ее тоже можно поднять. Она не сильно влияет на шум. Так что при опущенной перегородке в салоне не становится громче. В общем, очень тихо, и кроме того, когда кто-то говорит спереди, этого практически не слышно. Так что приходится постоянно спрашивать, не мог бы ты говорить громче? Тогда я действительно могу тебя услышать. Да. Конечно, я всегда могу закрыть и открыть шторки отсюда. Все, также во время движения, также боковую шторку. Итак, очень простое и понятное управление на самом деле. И есть также различные режимы движения. Так, в данный момент мы находимся в обычном режиме вождения. Теперь Лия может переключиться в режим движения с комфортом для задних пассажиров. Вот так. Да, она поняла. И это должно уменьшить вибрации сзади. Особенно. Здесь дорога. Там есть какие-то неровности. Чувствую ли я какую-то разницу? В целом подвеска достаточно комфортная. Можешь сейчас сделать несколько скольжений, например, немного вправо-влево. Хорошо, задний комфорт. Ух, да. Она увлекается гонками, согласны? Теперь переходим в обычный режим. Вот так. Ух ты, вот это разница. Действительно, интересно. Итак, особенно когда вы проходите слалом, например, вправо-влево, вы позволяете машине наклоняться, тогда режим заднего комфорта держит машину более вертикально, и сила перегрузки уменьшается. Это главное, что вы действительно ощущаете при переключении этого режима. И, конечно же, как насчет откидных сидений? Да, я уже говорил, что нехорошо, что у меня нет для этого единственной горячей клавиши, и к тому же я не могу делать это одновременно. Когда я опускаю вот это кресло назад и хочу одновременно поднять ноги, это не работает. Приходится сначала опускать вот этот до упора назад, а затем переходить к ногам. Да, это занимает некоторое время. К тому же это не очень удобно. Сейчас я делаю это здесь, и мне приходится вытянуться и делать это ногами. И да, я очень хотел понять, как это будет ощущаться при вождении, особенно, когда я нахожусь в таком, плохом положении. Теперь я ничего не вижу со стороны дороги. Я вижу только что-то в небе и так далее, и... Вау! Это очень необычно. Да, я имею в виду, когда дорога не такая ровная. Это ощущается очень странным. Но я имею в виду, что можно подумать о том, что ты сейчас вздремнешь и проснешься, когда путешествие закончится. Или что-то в этом роде. Да, я также должен перепроверить с инженером тест на безопасность при столкновении. И вот в этом случае. На самом деле это работает. И вы также не так сильно скользите вперед, как в Mercedes V-класса, в этом представительском фургоне. Но когда дорога немного неровная, то это как-то странно, когда ты находишься вот так, в таком положении. Некоторые из вас, возможно, помнят детство, когда в автомобилях не было задних ремней безопасности, и это было законно. Иногда, когда мы ехали в отпуск, мы спали на заднем сиденье, возможно, даже без пристегнутого ремня безопасности. Иногда мама клала что-то на пол, чтобы создать ровную поверхность на задних сиденьях. Там была зона для ног и зона для сидения, и мы просто ложились туда в детстве и вставали, когда путешествие заканчивалось. Вот, я сейчас вспоминаю все это, находясь в таком положении. Большой вопрос. Насколько Lexus LM комфортнее Mercedes S-класса и других автомобилей такого класса на заднем сиденье во время движения? Это совсем другой опыт. Это также вопрос предпочтений. Кому-то больше нравится чувствовать себя как дома в типичном седане с низкой посадкой. В этом автомобиле, безусловно, удобно сидеть, и не обязательно в полностью откинутом положении. Даже без наклона сиденья
Вы чувствуете себя очень расслабленно и комфортно. Кроме того, есть ощущение, что в этом автомобиле удобно разговаривать и работать. Так что, возможно, особенно для тех, кто часто работает в дороге, Lexus LM — лучшее решение. Вы можете сидеть прямо и иметь больше места. Этот автомобиль также можно использовать как конференц-зал. Но если вы хотите сравнить его с Mercedes S-класса или V-класса в исполнительской версии, смотрите их обзор.